Андрей всегда обожал утренние прогулки по лесу. Этот ритуал приносил ему душевное спокойствие и гармонию. Только здесь он мог отвлечься от суеты повседневной жизни, ощутить единение с природой и впитать ее неповторимую атмосферу. Каждый шаг среди сосен и елей наполнял его сердце радостью, а ум– ясностью. Утренняя роса блестела на листьях, а мягкий свет рассветного солнца пробивался сквозь густые кроны деревьев, создавая иллюзию сказочного мира. Пение птиц и шорох листвы были единственными звуками, которые сопровождали его в этот момент. В то утро, следуя своему привычному маршруту, Андрей внезапно остановился. Его внимание привлек странный звук, что-то среднее между тихим писком и жалобным плачем. Этот звук напоминал детский плач, но был едва уловимым. Андрей замер, прислушиваясь. Звук повторился, теперь уже гораздо ближе. Он решил подойти поближе, чтобы выяснить, что это могло быть. За густым кустом папоротника его взгляду предстало нечто совершенно неожиданное. Маленькое существо с огромными янтарными глазами смотрело на него с явным интересом. На первый взгляд оно напоминало котенка, но в его внешнем виде было что-то необычное. Серо-рыжая шерсть казалась слегка взъерошенной, а худенькое тельце дрожало от холода и страха. Однако, что больше всего поразило Андрея, так это выражение глаз этого существа. В них не было страха, лишь отчаянная надежда и какая-то невероятная мудрость, несвойственная столь юному созданию. Не зная, как поступить, Андрей решил подойти ближе, чтобы рассмотреть маленькое создание. Он присел на корточки, чтобы не пугать его, и медленно протянул руку. Существо не отшатнулось и даже сделало пару шагов навстречу. Видно было, что малыш был очень голоден и измотан. Его тоненькие лапки едва держали тело, а каждый шаг давался с большим трудом. Андрей заметил, как трепещут его маленькие уши, и почувствовал, как внутри него разливается волна сострадания. Существо не просто приблизилось, оно буквально бросилось на Андрея, карабкаясь по его джинсам своими маленькими лапками. Забравшись на колени, оно уютно устроилось, прижавшись к его груди. Андрей почувствовал, как это крохотное создание дрожит, издавая необычный звук, напоминающий мурлыканье, но с более глубоким оттенком. Этот момент стал для него решающим. Он понял, что не может оставить малыша в таком состоянии. Он должен был помочь. Ветеринарная клиника встретила Андрея привычной тишиной. Очереди не было, и молодая девушка-врач, Екатерина, сразу обратила внимание на необычного пациента. Андрей описал ей, как нашел малыша в лесу, и спросил, что с ним делать. Екатерина внимательно осмотрела крохотное существо, а затем, слегка удивившись, сообщила Андрею, что это вовсе не котенок. Перед ними был детеныш рыси. Эта новость ошеломила Андрея. Он никак не мог поверить, что это крохотное существо, которое так отчаянно цеплялось за него, оказалось представителем дикой природы. Екатерина объяснила, что малышу не более нескольких недель и, судя по его состоянию, он потерял мать. Она также подчеркнула, что в таком возрасте без человеческой помощи рысенок не выживет. Эти слова заставили Андрея задуматься. Отпустить малыша обратно в лес означало бы обречь его на смерть. Екатерина предложила два варианта: отдать его в реабилитационный центр для диких животных или оставить себе, но предупредила, что содержание рыси– это огромная ответственность. Андрей понимал, что решение будет непростым, но взгляд рысенка, полный доверия и привязанности, не оставил ему выбора. Он решил оставить малыша и дать ему шанс на новую жизнь. Так в доме Андрея появился новый обитатель, которого он назвал Тайгой. Первые дни и недели были полны забот. Андрей читал все, что мог найти о рысях, консультировался с Екатериной и старался создать для тайги идеальные условия. Он оборудовал дом специальными полками, на которых рысенок мог прыгать и лазить, построил просторный вольер во дворе и следил за его питанием. Каждый день Андрей наблюдал, как тайга растет и набирается сил. Его шерсть становилась густой и блестящей, а движения– более уверенными и грациозными. Но несмотря на свое дикое происхождение, тайга проявлял удивительную привязанность к Андрею. Каждое утро начиналось с того, что рысенок будил его, тыкаясь носом в лицо, а вечерами встречал у двери. Он с удовольствием играл с игрушками, мурлыкал, когда Андрей гладил его, и всегда находился рядом. Тайга становился для Андрея не просто питомцем, а настоящим другом. Прошло несколько месяцев. Тайга превратился в молодого, сильного и грациозного самца.
Его пятнистая шерсть переливалась на солнце, а кисточки на ушах придавали мордочке забавное выражение. Однако в его поведении все чаще проявлялась дикая природа. Тайга мог часами наблюдать за птицами через окно, его прыжки становились все более мощными, а игры – более активными. Андрей понимал, что его питомец – необычная кошка, и старался быть с ним осторожным. История Андрея и тайги стала известной в их маленьком городе. Многие хотели посмотреть на домашнюю рысь, но Андрей избегал излишнего внимания. Он знал, что содержание дикого животного – это большая ответственность, и не хотел, чтобы тайга стал объектом любопытства. Несмотря на это, друзья и соседи часто приходили в гости, чтобы увидеть это удивительное создание. Тайга стал для Андрея настоящим испытанием и подарком одновременно. Он научил его терпению, заботе и пониманию дикой природы. Андрей часто размышлял о том, как изменилась его жизнь с появлением этого необычного питомца. Он осознавал, что судьба дала ему шанс сделать что-то необычное, и был благодарен за эту возможность. С годами Тайга стал полноценным членом семьи. Его привязанность к Андрею не ослабевала, а дом стал для него настоящим убежищем. Несмотря на свое дикое происхождение, он чувствовал себя здесь в безопасности и знал, что его любят. Андрей же находил в общении с тайгой вдохновение и радость, которую трудно было описать словами. Это была история о дружбе, доверии и единении человека с природой, которая начиналась с простой прогулки по лесу и превратилась в настоящее чудо.